Всем привет! Сегодняшнее видео без лишних слов подарит тебе видеоурок по созданию камуфлирующей базы. Я подробно расскажу и покажу, как сделать быстро и легко неограниченное количество оттенков камуфляжа. Благодаря этому видео ты угодишь любому своему клиенту. Камуфлирующую базу можно создавать как на один раз, так и с запасом. Для одной процедуры мы берем базу и капаем небольшое количество на палитру. Хорошо использовать не совсем жидкую базу. Затем берем белый гель-лак. Я использую фирму Coco номер 820 и добавляю небольшую капельку белого гель-лака. Затем я беру гель-лак фирмы Юры номер 12. Также капаю небольшую каплю и теперь все тщательно перемешиваю. Берем типсу, в вашем случае это будет уже ноготок, и широкой кисточкой покрываем ноготь тонким слоем. Затем кисточкой набираем объемную каплю полученного геля, капаем на верхнюю часть ноготка и тянем вниз. Затем добавляем капельку побольше пониже, также распределяем капли. И третью капельку капаем на кончик ногтя. Теперь кисточкой хватаем волосок геля и распределяем его по всему ноготку, чтобы база распределилась ровно. После того, как мы красиво распределили гель, мы отправляем сушиться в лампу. Получилась красивая камуфлирующая база натурального бежевого оттенка. Если ваш клиент хочет более яркий цвет камуфляжа, то мы можем сменить цвет и добавить небольшую изюминку. Для этого я беру гель-лак фирмы NDSKL номер 06. Это насыщенный бордовый цвет. Добавляю совсем небольшую капельку и также смешиваю. В полученную смесь добавляю небольшое количество блеска розового цвета. Также смешиваю до однородности. Сначала весь ноготок покрываю тонким слоем, затем кисточкой набираю объемную каплю геля, капаю у основания ноготка, затем стягиваю каплю геля к центру, добавляю следующую каплю и также распределяю по ноготку до того момента, пока база полностью не распределится красиво по всему ноготку. Сушим в лампе. Получился красивый нежно-розовый цвет камуфляжа с мелким блеском. Также можно сделать небольшую хитрость и изменить цвет в более молочный. Для этого мы добавляем несколько больших капель белого гель-лака. Также смешиваем между собой все цвета и берем перламутровую втирку. Втирку я заказала на сайте AliExpress. Номер втирки 06. Втирка красивого перламутрового цвета с сине-зеленым отливом. Также немного добавляем втирки в смесь и делаем микс ингредиентов. После этого ноготок покрываем тонким слоем геля и добавляем объемные капли, распределяя их по ноготку, тем самым выравнивая ноготь и придавая ему красивый цвет полученного камуфляжа. После выравнивания сушим гель в лампе. Получается красивый ноготь нежно-розового цвета с необыкновенным жемчужным переливом. Вживую ноготь смотрится намного круче. А теперь сделаем гель с запасом. Для этого я возьму пустую тару. В данной баночке раньше был гель, он закончился, я помыла баночку и не выбросила ее. Теперь она мне пригодилась. Можно взять обычную базу, можно взять однофазный гель. Он служит как базовое сцепление, как моделирующий гель и как финишное покрытие. То есть он универсальный. Также он имеет среднюю вязкость и подойдет нам идеально для выравнивания ногтевой пластины и для выкладного френча. В данный гель добавляем 3 объемные капли белого гель-лака. Затем я возьму гель-лак фирмы One Step номер 125. Это красивый гель розового цвета. Также счистим кисточку, добавив 1 большую каплю гель-лака и тщательно смешаем все цвета с моделирующим гелем. Инструмент, которым вы смешиваете гели, старайтесь вести либо по часовой стрелке, либо же только против часовой стрелки. Не нужно колотить сверху вниз, чтобы не загнать пузырьки внутрь геля. Все камуфлирующие базы, которые мы сегодня делали, можно наносить сразу на подготовленный ноготок, на который до этого нанесли праймер. Но так как мы в данные базы добавляем пигмент, сцепка с ногтем может меняться. Поэтому предварительно ноготь все же покройте тонким слоем прозрачной базы, которую просушите,
а затем покрывайте камуфлирующей базой. И такую хитрость делайте со всеми камуфлирующими базами. Как видим, после того, как мы смешали большое количество геля, внутри появились небольшие пузырьки. Чтобы их убрать, нам нужно поставить данную баночку в защищенное от солнца место на пару часов, лучше на одну ночь. В это время пузырьки уйдут и гель можно использовать. Благодаря такому способу вы можете создавать неограниченное количество камуфлирующей базы, за что ваши клиенты будут вам безгранично благодарны. Экспериментируйте, делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда выйдет мое новое видео. Пока-пока!